Говорушка-то наша. Здравствуйте, друзья! Сегодня наше видео посвящается Маше. Мы ответим на те вопросы, которые накопились, которые вы написали нам, и на которые ответы вам интересно услышать. Появление Маши в нашем доме было неожиданным. Мы тогда даже не ожидали, что у нас может появиться такой житель. А дело было так. До Маши, когда Семен был маленький, мы выкупали из не очень хороших условий обезьяну Катюшу. Это была иванская макака. Она была достаточно старенькая, с целым букетом болезней. Мы ее очень полюбили. Мы лечили ее. Она стала чувствовать себя гораздо лучше. Начала жить полноценной жизнью. Но, к сожалению, болезни, возраст, сердце. И Катюша покинула нас. Для нас это был тяжелый удар, мы очень переживали. И наши ребята, друзья, знакомые, такие же владельцы обезьян и просто любители, решили сделать нам подарок. Это было очень неожиданно, делалось это все очень секретно. Они собрали деньги и выкупили в Питере вот такую вот Машу. Тоже из не очень таких хороших условий, но девочка довольно молодая, ей было 7 лет. Вот. И привезли ее нам в 5 часов утра. Это было очень неожиданно. Мы, конечно, были очень растроганы, но в первый момент даже и не знали, как среагировать. Но вот таким образом Маша появилась в нашем доме. И мы до сих пор не устаем говорить спасибо ребятам за то, что они нам привезли нашу любимую Машу. А мы, в общем-то, и не решались. Когда мы выкупали Катю, это тоже было по просьбе знакомых. И предполагалось, что Катюша очень быстро транзитом уедет в свой новый дом. Но получилось так, что ее нужно было спасать, нужно было лечить. А когда мы уже начали это все, то мы прикипели душой, полюбили ее и расстаться с ней уже не смогли. Поэтому мы как бы не решались, это все произошло само собой. И когда появилась Маша, все это нам было уже привычно. Напротив, к тому моменту, после того, как не стало Катюши, мы испытывали какую-то пустоту. Нам было неуютно, что нету Кати. И поэтому Маша заполнила собой эту пустоту, помогла нам отойти от этого горя, помогла нам принять это. И таким образом вот мы и решились. Ну, изначально нас отнеслась, конечно, с настороженностью. Она приглядывалась к нам, а мы приглядывались к ней. Но привыкла она очень быстро. И вообще мы заметили, что как бы, когда искренне любишь, когда относишься по-человечески, можно так сказать, когда демонстрируешь доверие, то животные очень быстро привыкают. Поэтому Маша через 2 дня буквально уже была нашей до самого донышка без остатка. Поэтому этот процесс у нас прошел очень быстро и даже, я бы сказала, незаметно. Ну, отношения между Семеном и Машей выстраивались долго, очень, и, я бы так сказала, непросто. Во-первых, Семен был огорчен потерей Катюши, он очень настороженно принял Машу, он не хотел, чтобы она оставалась в нашем доме, постоянно ее провоцировал, что, кстати, не свойственно его характеру. На тот момент он был еще, можно сказать, маленький, может быть, не знал, как правильно реагировать. Ну и Маша оказалась то еще задирой. На тот момент в нашем доме к Маше прилепились клички, извиняюсь, Манька облигация, Манька питерская, вот. И все вот такого рода, мы с юмором ее так называли, потому что характер у нее был задиристый. Если ей что-то не нравилось, она тут же вся взъерошивалась, становилась похожа на шарик, прыгала на 4 лапах и пыталась настоять на своем. Поэтому она задиралась на Сему, а Сема, естественно, не мог ей этого спустить и оставить без своего внимания.
Поэтому притирки у них были достаточно долгие, они привыкали друг к другу, но в конце концов теперь они лучшие друзья, и Маша и Сёма очень скучают друг без друга. Эта парочка в нашем доме неразлучна, это настоящие брат с сестричкой со всеми вытекающими. Конечно, есть. Обезьяны, в принципе, очень ревнивые. Они очень любят всецело владеть вниманием хозяина или вожака, или там друга, неважно кого. Но они звезды. Они любят, чтобы все внимание принадлежало им. Поэтому, конечно, и у Семы поначалу была ревность, и у Маши со своей стороны была ревность. Но если правильно в этот момент к ним относиться, если показывать, что любви хватает и на одного, и на другого, и никто в этом не обделен, если внимание уделяется поровну, то эти все вопросы можно снять довольно быстро, было бы желание. Для меня лично могу сказать честно, труднее всего было одеть их на прогулку, когда я оставалась с ними дома одна. Первое время мне было очень сложно приспособиться, но я начала их приучать постепенно, пристегивала поводок, одного одевала, держала поводок ногой, наступала на полу и одевала второго. Потом этот вопрос уже вошел, как говорится, в привычку. Поводок уже был не нужен, я спокойно одевала одного, потом Машу, и как-то, в общем, этот вопрос снялся сам с собой. Особых каких-то сложностей в воспитательных моментах или в том, что их двое, я бы не сказала, что они появились. Напротив, я могу сказать так, что как-то более спокойно стали они себя вести, например, когда была нужда закрыть их в вольере. Потому что до того момента у нас Семен категорически это не принимал. Мы с детства совершили небольшую ошибку, не приучив его к своему пространству, поэтому один он у нас не оставался совершенно. И у меня, например, не было возможности что-то сготовить или чем-то заняться без его участия. С Машей же этот вопрос тоже потихонечку снялся сам с собой. То есть появилась возможность в вольере закрыть дверь. Они прекрасно заняты были друг другом, они общались, они играли, они ухаживали друг за другом. Тем самым у меня появилось немножечко свободного времени для каких-то домашних и бытовых дел. Конечно, все люди разные, и сколько людей, столько и мнений. Но нам, видимо, повезло, потому что в жизни нас окружают добрые, хорошие, понятливые люди, что родственники, что друзья, что приятели. Поэтому мы всегда видели только доброжелательность, только понимание. э, И поэтому никогда никаких вопросов у нас по этому поводу не возникало. Мы благодарны всем нашим друзьям и знакомым, которые относятся к нам с такой вот дружбой, нежностью, от которых мы часто слышим добрые слова, которые передают приветы нашим малышам. Поэтому ни тогда, когда появилась вторая обезьянка, ни сейчас, когда их четверо, никаких проблем с этим у нас не возникало. Маша у нас пацанка. Она очень грозная, она любит владеть вниманием безраздельно. Она считает, что если в дом приходят в гости, то приходят они исключительно для того, чтобы доставить удовольствие Маше, пообщаться с ней, подержать ее на ручках, погладить, угостить вкусняшечкой. Маша очень любит интриги. Она любит настроить Еву против Моти, Мотю против Семы, и при этом пожаловаться Семе, что это она такая бедная и несчастная, которую все вокруг пытаются обидеть. Маша в нашем коллективе серый кардинал. Она всегда остается, выходит сухой из воды, но при этом она имеет огромное влияние на настроение Семена, на его отношение к каким-то вопросам. Любит больше всего Маша смотреть телевизор. У нее есть любимый сериал. Она любит читать, то есть она любит смотреть книги, любит играть в телефоне или в планшете. У нее есть свои любимые игрушки. То есть Маша у нас такая девушка всесторонне развитая, у нее много интересов на самом деле. И поэтому с ней никогда не бывает скучно. Да, Маруся? Маша? А? Маша.
трудно сказать. Маша любит все по настроению. Иногда Маша хочет кашу, иногда Маша любит мясочко, иногда Маша любит фрукты. Но вообще у Маши особенных предпочтений нету. Она умница, она непривередлива в еде. Хотя, конечно, не всегда и на все у нее есть желание. Этот случай мы запомним, наверное, надолго. Мы ехали в другой город, поездка была ночная, после тяжелого трудового дня. И в определенный момент наш папа начал немножко медленно моргать за рулем. Естественно, я, как любая женщина, заволновалась, начала делать замечания, повышать голос. И Маша поняла, что что-то творится не то. Она сидела со мной на переднем сидении, на пассажирском. Поняв, что я нервничаю, а папе нужна помощь, она перешла и села между пассажирским и водительским сиденьем на бардачок и начала проверять папу. То есть она вот так вот поворачивалась, заглядывала ему в глаза и, видя, что помощь ее требуется, двумя кулачками била папу в плечо. Так она вела себя минут 40, пока мы не доехали до придорожного кафе, не попили кофе, не встряхнулись. Когда мы снова начали движение, Маша заглянула еще раз, убедилась, что все, что нужно, она сделала. Папа чувствует себя хорошо, поездка дальше уже безопасна. И она со спокойной душой, с чувством выполненного долга заняла свое место и благополучно уснула до утра. Вот такая у нас Маша заботливая наша девочка. Машу мы научили очень многому. За то время, что она живет у нас, она научилась играть игрушками, начала проявлять к ним интерес. Когда она к нам только приехала, у нее этого интереса не было. Она научилась разглядывать картинки в журналах и книгах. Она научилась с удовольствием смотреть телевизор. Научилась пользоваться столовыми приборами, освоила ложечку, чашечку, освоила кушать в стульчике очень аккуратно, научилась гулять, привыкла к коляске, научилась одеваться. Маша очень любознательная, она проявляет интерес ко многим вещам. И до сих пор она еще учится, и, думаю, порадует нас еще многими своими знаниями и умениями. На этом наше видео мы заканчиваем. Постарались максимально подробно ответить на все ваши вопросы. Если у вас еще возникают вопросы, пишите их под нашими видео. Мы постараемся очень открыто и четко отвечать на все, что вам интересно. Ставьте палец вверх или палец вниз. Это позволит нам узнать, доходят ли наши видео до ваших сердец, нравятся они вам или наоборот не нравятся. Мы будем улучшать наш канал, стараться сделать наши видео интересными для вас. Пока-пока!